Всем привет, с вами Артем и самый страшный канал. И сегодня держите от меня топ-5 новых крутых фильмов ужасов для просмотра в Хэллоуин. Не будем тянуть, погнали. Пятое место. Заклятие. Зло внутри. Самида, старшеклассница индийского происхождения, не особо интересуется своей национальной культурой и стремится не выделяться среди одноклассников. Ее подруга Тамира, наоборот, привлекает всеобщее внимание, когда начинает очень странно себя вести и всюду ходить с какой-то грязной банкой. Не поверив подруге, что там сидит нечто злобное, девушка разбивает банку, и после этого Тамира загадочным образом пропадает. Теперь Самиде начинает мерещиться и снится всякая жуть, и чтобы понять, что происходит и куда делась Тамира, ей придется поглубже копнуть индуистскую мифологию. Мне фильм понравился, он не шибко оригинален, но некоторые моменты сделаны очень прилично и крипово. Также понравилось, что присутствует эта индийская культурная тема, придает фильму колорита. Критики средне оценили фильм, рейтинг картины на Rotten Tomatoes на данный момент составляет 61%. Четвертое место. Капкан. Судная ночь. Выжить в схватке с беспощадным стрелком, скрывающим свое лицо, очень непросто. У маньяка своя философия, правила жизни и мотивы, по которым он выбирает, кто в эту ночь станет следующей жертвой, а кого следует пощадить. Довольно камерный, но крутой фильм, действие которого происходит в одном лишь магазине на заправке. Фильм больше можно назвать триллером, однако несколько моментов были по-настоящему жесткими. Фильм Франка Халфуна, автора неплохого такого хоррор-триллера «Парковка». Третье место. Байки на Хэллоуин. Полиция города Эль-Пасо прибывает на место преступления, больше похожим на бойню. В доме обнаружены 27 мертвецов и один чудом выживший бродяга. Доставленный в участок, он подвергается допросу двух скептично настроенных следователей. Незнакомец называет себя путешественником и утверждает, что обладает даром видеть и проникать в другие миры. По его словам, учиненная резня не является результатом рук человеческих, и что в ближайшие часы подобная участь ждет всех присутствующих, если он не будет освобожден. В качестве доказательства он приводит зловещие и причудливые истории своего соприкосновения со злом. Пока детективы колеблются, роковой час приближается. Интересно, что российские локализаторы дали фильму именно такое название. Оно прикольно и под Хэллоуин самое то, но фильм сам не особо связан с праздником. В оригинале фильм называется Satanic Hispanics. Байки на Хэллоуин является хоррор-антологией, там 5 историй и 5 разных режиссеров. Второе место. Мой ленивец-убийца. Эмили хочет стать президентом женского студенческого сообщества, а завоевать популярность у сокурсниц ей должен помочь очаровательный ручной ленивец. Но милый зверек не только находчив, но и очень обидчив и не намерен терпеть козни конкуренток-хозяйки. Кампус накрывает череда загадочных смертей, а симпатичный талисман становится главным подозреваемым. Очень классный фильм, забавный, кровавый, местами жутенький. Такой прикольный трешачок с кучей отсылок на различные фильмы ужасов. Удивительно, что и критики, и зрители не особо оценили фильм, хотя я крайне его советую. Получите удовольствие, если любите хоррор-комедии и фильмы ужасов про животных. Первое место. Конкретный убийца. В 1987 году в небольшом городке накануне Хэллоуина маньяк жестоко убил 3 16-летних девушек, нанеся им по 16 ножевых ранений. Эти преступления так и не были раскрыты. 36 лет спустя маму старшеклассницы Джемми прямо в собственном доме убивает неизвестный. А позже нападает и на саму девушку, но происходит это в фотобудке, из которой ее подруга по давним наработкам своей мамы мастерила машину времени. Так Джемми переносится в 1987 год. Решив предотвратить еще несовершенное убийство и спасти мать, она отправляется в старшую школу, где знакомится со своими молодыми родителями и суровыми нравами тех лет. Конкретный убийца, он же Totally Killer, прекрасный ретро-слэшер, также смесь ужасов и комедии, да еще и с элементами фантастики. И да, здесь тема Хэллоуина раскрыта прекрасно. Вот такой небольшой топчик. Пишите свое мнение о просмотренных фильмах. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии. А с вами был Артем и самый страшный канал. Счастливого Хэллоуина!